вообще нужно, чтобы купить мотоцикл? Паспорт? Надо, наверное, да? Деньги. Деньги? Деньги, кстати, пойдем сейчас снимать. Нам нужно купить новый мотоцикл. Там можно оплатить карточкой, поэтому надо денег положить на карту, потому что там с карты будет 5% кэшбэк милями, а я люблю мили. 5% с 1,5 миллиона, это, блин, это нормально так. Поэтому вот это вот надо положить. Я на самом деле уже наличку-то 300 лет не видел. Ну все, наконец-то, пойдем. Поехали покупать наконец-то уже. Лучшая погода, чтобы забрать мотоцикл. Ну, поехали. Вчера ребята приходили прям под ночь, смотрели мотоцикл. Это первые покупатели пришли. Я пошел его заводить. Он же, по сути, на паркинге 2 года стоял. И я вообще не знал, заведется он или нет. И они же его забрали, оставили предоплату. И я потом всю ночь не мог уснуть, просто не спал вообще всю ночь. Не потому, что новый мотоцикл покупаю, а потому что подсознательно не хотел продавать старый. Прям я лежал и вспоминал все приятные моменты с мотиком, как я его покупал, как ездил, как-то, ну столько всего там было. Когда ты на этой голде едешь, всем пофиг на Феррари, все смотрят на него, потому что он супер необычный. Такого же больше нет, он единственный, и мне прям так не хотелось его продавать, просто жесть. Я на самом деле хотел его разыграть, думаю, что его продавать. Раритетный мотоцикл, за ним нужен уход. Я думаю, что обычный человек просто, он бы не кайфанул бы, не понял, что происходит, и он бы у него заржавел. Поэтому я небольшую цену поставил, чтобы найти прям хорошего человека. Ну, вроде ребята хорошие, понимают, что такое. Блин, и, короче, я надеюсь, что он уедет в хорошие руки. Слезу пущу. Та-да-да-та-та, та-да-да. Ну что, пойдем. Где наш Сергей? О, привет. Сколько здесь красавцев стоит. На знакомство. Здорово. Наконец-то. Так, welcome. Вот это моя И коробка? сюда. Заходите. О, это моя? Да, это уже твоя. Major look, yeah, this one is for the books. All these chances I took still, I move straight on these rooks now. Эй, бой! Ай, какой красивый! Сумасшедший! Выхлоп Акрапович. Вот если видно, нет? Но он же крутой, да? Собственно, это у нас модель R90 Pure, классические вариации в синем цвете и достаточно богатой комплектации на самом деле. Самый максимальный. Так и есть. Достаточно богатой. Максимальный. Причем не только самый максимальный, мы еще тут сейчас докинем. Мне не очень нравится, что у нас в этой комплектации только один котел. Поставим еще один, чтобы было 2. Как-то выглядит, как будто это мопед. Вот это крыло покрасим
цвет бака и будет просто пушечка. Я без кастома не обошелся, по-любому будет кастомный мотоцикл, не такой, как у всех. А твой не здесь стоит, случайно? У него вообще очень крутой мотоцикл. Он очень красивый, но, сука, неудобный. Я уже наездился на неудобном мотоцикле. Для удобства есть другой мотоцикл. Хочу удобный мотоцикл. Нет, здесь и стиль, и удобство, на самом деле, он вот в себе заключает два этих качества. Все есть, да. Что еще по опциям, если все-таки пробежаться более детально? Присутствует у нас рулевой демпфер уже с завода по умолчанию. Он нас бережет от воблинга. Это и ABS, это и антипробуксовочная система. Здесь у нас уже система курсовой устойчивости, которая понимает уровень наклона мотоцикла. Из комфортных вещей это подогрев ручек. Все-таки мы катаемся там и в августе, и в мае. За счет электронного дросселя у нас появилась система круиз-контроля. На 90 не было до этого момента. Но вот знаешь, что мне не нравится? Расскажи. Почему никто не делает багажник в баке? Потому что BMW, скажем так, внимательно относится к развесовке. Смотри, они предусмотрели на такие случаи вот сумки. Здесь, да, в этой сумки. Не, сумки отстой. О, да. Ну вот, я наконец-то купил мотоцикл. Новый BMW R90 Pure. Самый новенький, самый красивый, что есть сейчас вообще. Ну, что можно купить. У меня был кафешник до этого. Это был кастом Honda GL1000. Очень крутой, красивый. Но он не очень удобный по рулежке, и вообще это достаточно старый мотоцикл. Ему нужен был очень такой серьезный уход, постоянный. А мне это совсем некогда делать, поэтому я решил поменять и взять что-то новенькое. Это прям реально новенькое, потому что до этого, с 2016 года, они были не очень-то новенькие. Там не было вообще никакой электроники, это был какой-то старый кондовый мотоцикл. Он выглядел точно так же, но вообще ничего не было. Здесь есть уже все, вот нет только, наверное, квикшифтера. Ну и ладно. У меня его никогда не было. Видимо, без него и поживу. Я вообще, конечно, не мотоблогер, и мотообзоры делать не умею. Я не знаю, про что рассказывать. Смотрите, какой он красивый, да? Вот. Так, ну чё, поедем, покатаемся чуть-чуть. Мне так нравится, когда он только заводится, он начинает так немножко дергать мотоциклом. Типа он показывает, смотри, какой я мощный. Я умею ехать. У меня здесь 1200 кубиков и 110 лошадиных сил. Если что, говорит, братан. Мы легко порвем вот этот поток. Не знаю, как эти мотоблогеры рассказывают еще одновременно что-то и едут. Мне это сложно, поэтому если вдруг я туплю, то это я просто с непривычки. Звук хороший, если сравнивать с другими тихими трубами, то звук неплохой. Особенно в самом начале он такой дает вот тебе понять, что он мощный. Но потом такой весь выключается, очень так тихо, спокойно работает. Ночью никого не разбудит. В принципе, я не против никого будить. Я уже наездился на самом деле на прямотоках. Здесь, кстати, достаточно много электроники напихали. Это полная комплектация. Вот все, что можно было в конфигураторе налить, я все налил. Здесь у меня есть подогрев ручек, здесь управление режимом мотоцикла. Можно ехать на жестком режиме, можно на лайтовом. Вот у меня пока ровод включен, я на обкатке. Вот видите, я еще проехал всего-то 200 километров. Мотоцикл на обкатке, я на нем тихонечко передвигаюсь. Рулежка прям классная, реально. Он реально ощущается как мопед какой-то. Особенно, когда здесь был всего один котел. Он и ощущался как мопед, и выглядел как мопед вот из кокпита. На фотографиях он выглядит как будто бы он такой весь, не знаю, мощный, дерзкий, большой. А на самом деле, по ощущениям, он рулится как какой-то очень легкий мотоцикл, при том, что он весит 220 килограмм. И дури здесь, посмотрите, вот сюда просто вниз посмотреть, эти горшки здесь этой дури.
навалом. В этой новой версии здесь поставили вот эту вот фару адаптивную. Она умеет подруливать в поворотах. Вся оптика здесь вообще стоит диодная. Нет вообще никаких обычных или галогеновых ламп там, или ксеноновых. Все полностью диодное. При том, что вроде все полностью диодное. Он такой весь новый и красивый. Но вот это вот спидометр... Блин, здесь километры написаны больше, чем цифра спидометра. Я вообще не вижу, сколько я езжу километров сейчас в час, какая там скорость. Вообще непонятно. Кстати, вот смотрите, эта штука. Это я сходил, значит, в салон Garmin посмотреть, какая у них есть навигация на мотоцикл, вот это вот штатная. И какое же это говно, вот это вот за 20 тысяч рублей. Просто какая-то сумасшедшая херня, тормозящая. У них нет интернета, беспонтовые карты. Я взял просто на Авито, купил себе iPhone за 6 тысяч рублей. Прицепил его сюда, и все, у меня охрененная навигация. Вот здесь вот в базе идет USB розетка, видите, вот идет отсюда провод у меня. Вот я вот так протянул, все, у меня всегда включенный навигатор, причем это Яндекс навигация. Это тебе не какой-нибудь CarPlay тупой, гремучий, это реально Яндекс навигация, и можно вот так вот пальцем тыкать, в перчатках работает. Ну топ просто, реально топ. Можно даже голосом говорить, там типа: Алиса, поехали сюда. И выглядит она, как будто она штатная какая-то. И если ее кто-нибудь у меня украдет, ну не страшно, 6 тысяч рублей стоит. Да и кому нахрен нужен этот старый iPhone, не знаю. Но даже на самом деле, если боишься, что ее украдут, у этого крепления, это вот GOP G85, у этого крепления вот эта пипка снимается, она скручивается, и все. В принципе, ты рукой просто так не открутишь. Можно вообще спилить и оставить навечно. По-моему, в 16 или в 15 году они их выпустили впервые. Они вообще думали, что выпустят их как лимитированную версию. Поставили свой старый движок, сделали кафешник, но неожиданно этот мотоцикл понравился всем. Неожиданно, правда, да? У коферейсеров такая огромная вот база почитателей, и они подумали: ой, неожиданно, как это все выстрелило. В итоге они сейчас, эти мотоциклы, делают 27% мотоциклетных продаж в BMW. То есть это очень популярные модели, они начали развивать. Они сделали классическую версию, вот эту вот Pure и Scrambler. Я взял Pure, потому что мне очень понравился вот этот цвет бака, прям крутой. И мне очень понравилось крыло. Крыло, вот оно, мне не нравится в классике крыло, вот в этом очень крутое. Мне в этой комплектации как бы не понравилось, что она какая-то ущербная. Там беспонтовые колеса стоят. Я поставил сюда спицевые колеса, поставил выхлоп от Акропович. Ну просто реально кайф. Вот я вот просто так вот еду сейчас по набережной и кайфую. Этот мотоцикл, он создан для города. Вот так вот по центру города прохватиться, проехаться в потоке машин или по пустому городу. Ну просто, ну вот реально кайф. Я кайфую, честно. Каждый день, когда я еду на этом мотоцикле, это просто вот, это кайф чистый. И самое главное, его можно кастомизировать под себя. Вот он так сделан, что его можно переделывать очень легко. У него там собранная рама, для него очень много всяких уже приколов понавыходило, много кастом гаражей уже выпустило, там разных китов. Вот есть, например, у Zillers гараж, очень крутые, несколько китов. Там очень много, на самом деле, всякого тюнинга на него. Просто можно каждый год ездить на новом мотоцикле, переделывая его. Я, в принципе, так и планирую. Вот. Опа, первая передача не включается. Не знаю, у меня не так много опыта в мотоциклетном мире. Скажите, это нормально, что вот иногда не включается первая передача, приходится сцепление отпустить, выжать. Вот, Кремль у нас. Сейчас все к 8 мая готовятся, вон тут красных флагов понавесили. Посадка, очень крутая посадка. Сидится прям комфортно. Чуть-чуть вперед, но ничего страшного. Этот мотоцикл стоил 1 400 000 со всякими там допниками, всей фигней. Но на самом деле я заплатил за него 0 рублей. Если кому-то интересно, как заплатить за такой мотоцикл 0 рублей, переходите ко мне в Инстаграм. Я там в посту рассказал, как я покупал этот мотоцикл. Ну все, там, всем, кому понравилось, ставьте лайки и пока-пока.